меня зовут Вячеслав Перепелица, я целенаправленно обманываю бойцов. Средневековые мастера ни хрена не знали про доспехи. Ни Мессалья, ни Максимилиан I, а я знаю. Опыт доспешников средневековья или ржавое быдло. Ржавое быдло опять наваляло исторической реконструкции. Как жаль. Всем привет, меня зовут Вячеслав Перепелица и я делаю доспехи. Это внеплановое видео, я сомневался, стоит ли его записывать, но думаю, все-таки нужно. Из-за заявлений представителя комитета по историчности при HMB сложилась ситуация, в которой выглядит, как будто бы я целенаправленно обманываю бойцов. И сейчас я вам все подробно объясню. Те, кто занимается реконструкцией или спортивно-доспешными боями, наверняка в курсе ситуации, а те, кто не очень разбирается в нашей доспешной кухне, сейчас введу в курс дела. Начнем по порядку. Есть доспехи, которые являются оригиналами, или мы еще их называем артефакты. Это те железяки, которые были сделаны в средневековье, и именно они являются примерами для создания доспеха в наше время. Также примерами для создания доспеха могут служить средневековые картины, барельефы, надгробия. Запомнили? Идем дальше. Есть бойцы, которые занимаются таким молодым спортом, как латный бой. И для безопасного участия в таких поединках им нужна защита. Причем бойцы защиту и практичность доспеха ставят на первое место перед историчностью. Именно это комьюнити формирует определенные требования к доспешникам, таким как я. И мы стараемся создать доспех, соответствующий их запросам. Конкурируя между собой, мы делаем доспехи все лучше и лучше, а бойцы получают более надежную защиту, чем, например, 5 лет назад. Запомнили? Есть средневековые доспехи, а есть спортсмены. Ну и вернемся к моей персоне. Я создал такие успешные модели, как Топхельм Грифон, рукавица Тристан, латные руки Тристан, шлем Кешиктен и еще много других. Но именно вышеперечисленные стали пользоваться такой популярностью, что их начали копировать буквально по всему миру. Особенно рукавицы Тристан и Топхельм Грифон. Не каждый современный доспешник может похвастаться тем же. Секрет успешного доспеха в том, что я улучшаю средневековый аналог и делаю его более соответствующим пожеланиям бойцов. К сожалению, в некоторых случаях приходится отходить от оригиналов, и на это есть причины. Например, в XIV веке не существовало латных рукавиц, которые обеспечили бы полную безопасность пальцев в современных боях. Были латные перчатки с раздельными пальцами, и в них бойцы получают переломы пальцев. Это факт. А еще многие доспехи банально не дожили до наших дней, и они есть только на средневековых рисунках. Например, шлемы бацинет с решеткой или бацинет с козырьком. И сейчас сторонники чистой реконструкции воскликнут: «Ты несешь ересь! Предки лучше знали, как надо! Ты вместо того, чтобы выдумывать, лучше бери и повторяй, как в средневековье. Смотришь в музей и повторяешь, не выдумывай велосипед». Ну, во-первых, было бы это действительно так, то бойцы так и просили бы делать. А во-вторых, средневековые мастера ни хрена не знали про доспехи. Ни Мессалья, ни Максимилиан I, ни цеха Нюрнберга и миланские доспешные гильдии, все они не знали, что нужно бугуртному бойцу в 21 веке. А я знаю. И пока свидетели святой исторической реконструкции с горящими пуканами пишут мне гадости в комментарии, я продолжу. Рассмотрим базовые различия доспехов средневековья и современных для спорта. Для своего времени доспехи были военной промышленностью государства, а сегодня доспех – это способ заниматься любимым хобби. Чтобы повысить выживаемость средневекового воина, хватает дать ему шапель на голову, на корпус одеть куртку с остальными пластинами, а если у него еще и руки закрыты, то это уже очень неплохо. С головы до ног пехоту не одевали в доспех, как сегодня. Нужно много ходить, а с весом более 30 кг это не результативно. Только малая часть могла позволить себе полный латник. В 15 веке оружейники ковали защиту для солдат, которые шли убивать по-настоящему и не быть убитыми. А сегодня хороший доспех — это тот, который удобный и в котором после самых серьезных чемпионатов ты едешь домой, а не в больничку. И обратите внимание, даже в средневековье были различия на военный доспех и турнирный доспех для развлечения. В своем времени полный латник мог стоить как пару деревень с людьми, курями и коровами, а сегодня нужно, чтобы даже студент мог позволить себе простенький, но защищающий доспех.
Я не говорю, что нужно уходить от стилизации средневековья и делать косморейнджеров на Марсе. Просто стоит поставить в приоритет безопасность и удобство. С этим пониманием, примерно 5 лет назад я начал создавать доспехи, прототипами которых служили средневековые, но упрощенные или улучшенные под нужды современных бойцов. Так я разработал Топхельм Грифон. Прототипом для него были поздние кавалерийские грандхельмы. Изучая надгробия средневековых рыцарей, я заметил, что практически у каждого из них есть такой шлем. Из 100 надгробий примерно у 70 будет грандхельм, и многие из них имеют очень подходящую форму. Такая обтекаемая форма повышает выживаемость шлема, а делать его проще, чем любой бацинет с бармицей. Даже отверстия на забрале можно найти, а это, кстати, не характерно для кавалерийского шлема. Но есть изображения, в которых воины в таких шлемах воюют и пешими, и даже на кораблях. А изучая средневековые миниатюры, вы можете увидеть огромное количество шлемов, схожих с моим. После того, как я сделал себе такой шлем, им заинтересовались многие бойцы. Он совмещает в себе идеальное сочетание безопасности и удобства, надежности и хорошего обзора. И это при низкой цене относительно другого шлема с кольчужной бармицей. Кроме того, за эти годы я добавил улучшения, опираясь на опыт тех, кто в нем дрался. В конце концов дошло до того, что комментаторы на международных соревнованиях, видя Топхельм Грифон, неоднократно упоминали о том, что украинцев нет смысла бить в голову, так как у них непробиваемые шлемы. Даже человек-легенда Сергей Уколов высоко оценил его как бугуртный шлем и дал пару критических замечаний, после которых я сделал еще изменения. Меня подкупила его простота и надежность. Половина сборной Украины бегает в этих касках, горе не знают и показывают отличный результат. А на битве наций в Барселоне практически половина украинской сборной была одета в этот шлем. Кстати, там же она вырвала победу в номинации 21/21. Впервые за много лет. Шлем стал таким популярным, что во всех мемах про бугурты без него не обходится. Это не реклама шлема, это просто для того, чтобы вы поняли, насколько теплый отклик на этот шлем. И вот вроде бы все хорошо. Есть фидбэк от комьюнити, регулярные поправки и реакция на системные поломки шлема, множество довольных обладателей. Но примерно за 5 месяцев до очередной битвы наций Комитет аутентичности при HMB объявил, что Топхельм Грифон забанен на мероприятиях HMB. Чтобы в последний раз участвовать в этом шлеме на битве наций 10, в мае 2019 года нужно сделать определенные изменения в шлеме, но в 2021 году он все равно будет забанен на всех турнирах HMB. Обратите внимание, взято именно название товара, а не уточнение «такие шлемы как». Взято лично мое название, в репутацию которого я вкладывал свои силы и время, и от этого может пострадать и моя репутация. Кстати, по переделке. Как показывает практика, качественно переделать шлем по требованию HMB занимает в среднем 7 часов. Иногда быстрее, иногда дольше. Расценки в разных мастерских разные, но представим, что мастер берет $4 за час работы и примерно $3 еще уходит на содержание мастерской в час. Если что, ребятам я переделывал по более низкой цене. Только на переделку может уйти $40-50. Плюс нужно купить кольчужную бармицу, а она может стоить еще $90. Плюс ее нужно установить на шлем, а это может стоить еще $10, например. Итого получаем $130-150. Чуть меньше, иногда чуть больше. Представим, 20 таких переделанных шлемов это 2 или 3 тысячи долларов. Ну может на что-то более полезное их пустить. Если мы берем 5 бойцов в таких шлемах, то за сэкономленные деньги можно оформить страховку на здоровье, или купить пару хороших рукавиц, или купить дополнительное оружие запасное на турнире. Пояснение, почему шлем забанен, потому что не историчен и не реконструкция. Хотя эта же комиссия разрешает на свои турниры тонны доспехов, которые тоже не историчны. Дополнительно я получил обвинение от представителя Комитета историчности Евгения Баранова, что я 3 года злонамеренно делал неисторичные доспехи. Да, я делал их. И я никогда нигде не заявлял, что этот шлем реконструкция. Я всегда уточнял, что это стилизация для спорта. И на общем фоне доспехов на турнирах HMB мои вещи выглядят поприличнее, чем многие историчные. А самое главное, за эти 3 года нигде не было информации, что этот шлем чем-то не угоден. Ни на сайте Битвы наций, ни в официальных группах.
Сейчас ходят слухи о том, что где-то кто-то кому-то что-то говорил, о том, что шлем не нравится, но все равно нужна была официальная позиция и заявление. На мой взгляд, Комитет историчности допустил несколько ошибок, из-за которых был такой сильный срач в комментариях официальной группы Комитета аутентичности, что пришлось даже закрыть ее и создать новую. Первое. Нужно было четко обозначить еще 3 года назад, какие доспехи вы считаете недопустимыми. Написать официально. Нам этот шлем не нравится. Хотим, чтобы вы изменили его вот так и вот так. Возможно, в будущем мы его забаним. Все, после этого предупреждения не было бы столько возмущений. Второе. Раз уж сложилась такая ситуация, что в украинской сборной много таких шлемов, и в других сборных тоже, может, стоило все-таки пойти на компромисс. Объяснить, что вы считаете этот шлем непригодным, но, видя какое количество бойцов его используют, вы не можете себе позволить просто так его забанить. И только ради бойцов вы его не баните, а обязуете сделать определенные изменения. Например, срезать низ шлема, там, обрезать лишние углы без потери длины забрала, а верх шлема закрыть бурелетом. Это такое средневековое украшение, из-под которого выглядывает только забрало. Эта часть. Таким образом, основной части шлема не будет видно. Можно даже обязать на крупные чемпионаты бойцов в таком шлеме иметь 2 бурелета. Как только один сильно порвется, одевать второй в перерыве между боями. Такой бурелет может стоить 20-30 баксов. 2,60. Там на полную переделку шлема уходило $150. Третье. Но раз уж вы все-таки решили быть непоколебимыми и бороться за историческую реконструкцию, то почему у вас все равно допускаются другие шлемы, которые не историчны? Например, бацинет с козырьком есть только на изображениях и без кольчуги, а он по вашим же документам разрешен и с бармицей на лице, да и бацинет с решеткой тоже разрешен, хотя для него тоже не хватает источника. Одно изображение на 14 век не доказывает использование такого шлема. А все бацинеты с наносниками должны сидеть намного ближе к голове, так как это маленький шлем, поверх которого одевали грандхельм. Кольчуга на таких шлемах тоже никогда не поднималась до глаз. Кстати, именно эти шлемы распространены в российской сборной. Я не намекаю на то, что это было специально подстроено, просто нужно было учитывать, что это будет выглядеть именно так. Видя такую несправедливость, конечно же, вы получили множество недовольных людей. Такая историчность стоила того. Пятое. Нужно именно банить. Насколько я понимаю, в проект вкладываются немалые средства. И у вас есть все инструменты для того, чтобы комментаторы освещали доспехи на бойцах. Например, вот этот боец из сборной Франции одет в настоящий доспех рыцарей 15 века. А это габулиная адаптация на средневековый манер. Ну что ж, посмотрим, кто кого. Опыт доспешников средневековья или ржавое быдло. О! Ржавое быдло опять наваляло исторической реконструкции. Как жаль. Если что, я сейчас утрирую. Идея в том, чтобы популярно освещать не только бой, но и доспех, возможно, в дополнительных видео, и тем самым заставить бойцов хотеть выглядеть более красиво. Еще вариант. Насколько я слышал, иногда HMB помогает с проездом бойцам. Может помогать финансово только тем, доспех которых вам нравится, а тем, у кого доспех не так историчен, например, назначить небольшой штраф в 20 или 40 долларов. Эти деньги можно пустить, например, на финансирование врачей на турнире или на какую-то страховку для бойцов. У тебя плохой доспех, доплати немножечко на турнир. Если ты вложился в дорогой историчный доспех, тебе помогут с доездом на турнир. И никого не надо банить. В общем, можно было бы много рассказывать о том, что было бы и как надо бы. Кстати, можете написать в комментариях, что думаете о всей этой ситуации. Но воздержитесь от прямых оскорблений и пишите только аргументированно и по делу. Я прекрасно понимаю, что кто я такой, чтобы указывать комитету историчности, как надо делать и как не надо делать. Но все же, по Топхильму Грифон мои предложения вот такие. Первое. Корректировка шлема по низу. Подрезать только лишние углы на забрале. Если человеку нужна полная длина забрала, не заставлять укорачивать ее. Этот момент очень актуален для долговязых людей и людей с длинной шеей. Второе. Обязать носить бурелет поверх шлема. Это закроет те места, где вы хотите видеть заклепки, и в целом спрячет шлем.
С бурелетом, покрывающим шлем на макушке, разрешить не клепать фальшивые заклепки. Если нужно, я могу сделать такой бурелет и протестировать, как быстро он будет рваться и переходить в непотребный вид. Видно будет только забрало. Остального шлема видно не будет. Таким образом можно существенно сэкономить на переделке шлема и увеличить красоту на ресталище. Бурелеты можно обязать делать с печатями и рисунками на средневековый манер. По поводу обязательного кольчужного или чешуйчатого ожерелья. С этим я вообще полностью согласен. Не мешает и хоть как-то дополнительно защищает. Но разрешить бы еще тканевую бармицу с геральдическими рисунками. Вы же разрешаете их на бацаните с решеткой и клакфизером. Почему здесь нельзя? Пятое. С этими поправками не банить шлем. От этого страдают бойцы, и не я прописывал эти правила. Поэтому обвинять меня или других доспешников в том, что из-за нас, недобросовестных, у бойцов проблемы, наверное, все-таки неправильно. Извиняюсь за то, что это видео не про изготовление доспехов. Спасибо всем тем, кто досмотрел до конца, и до следующих видео. Пока.